техники. Ну а теперь переходим к бандосам. Нам в любом случае необходимо будет использовать повелитель зоны, дабы не запустить войну группировок. Все группировки будут делиться на 3 категории. Первая категория — это те, которые просто-напросто невозможно уничтожить. Вторая — это те, которые возможно ликвидировать, но только на ограниченное количество времени. И третья, соответственно, те, которые спокойно можно привести к нулю. Ему насрать. Наемник, он и в Африке наемник. Правда, сейчас вопрос не в деньгах. И что самое забавное, нам, как и всегда, дается квест на то, чтобы помочь нейтралам. Жаль, что они поздно поняли, на какой я стороне. Ну а теперь переходим к бандосам. Начальная сила клана Бандиты равна 144 консервным банкам. Базируются они в основном на свалке, но также повстречать их можно и на Картоне, и Агропроме, Лиманске, ну и свалке, естественно. На другие локации они в принципе тоже могут попасть, но для этого нужно отыграть за них моногруппировок. Поэтому насчет Янтаря, Армии и Крыжего Леса я пока что не уверен. А вот где точно не видишь бандюков, так это на плотах, в госпитале и на ЧС. Ну что же, пойдемте заниматься привычным для нас в этом видеоделе. Первый бандитский отряд можно встретить на Кордоне, и как вы могли догадаться, находится он рядом с базой нейтралов не просто так. Это все многоходовочка бандосов. Там они якобы могут чипать сталкеров с хабаром, но увы, их планы будут разрушены. Не потому что ветер с моря дул, нет. Просто потому что я подошел из-за угла. Кстати говоря, на их уничтожение есть задание, которое выдается торговцам на базе нейтралов. И после наших манипуляций сила супостатов упала до 140 консервных банок. Теперь же начинаем экспансию на Черкащее логово. Первая точка, которую мы очистим, называется блокпост-приемник. Ну, понятно почему приемник, потому что принимает сталкеров, да? Логично. Тем временем сила бандитов упала до 126 консервных банок. Так, следующая точка на повестке дня — кладбище техники, или иными словами концлагерь типа. При подходе к нему сторожевой супостат нас предупреждает, мол, это их концлагерь и надо прийти по другой дороге. Предложение, конечно, заманчивое, честно, но увы не сегодня. Быстренько показываем, кто тут паханный батя, спасаем одиночек, после понимаем, что они нам как бы и нахрен не нужны, так что тоже их убиваем. Ну и на этом как бы все, точка зачищена и сила бандитов упала до 112 консервных банок. Недалеко отходя от кассы, зарулим на подлокацию стоянка за концлагерем. Там 5 пацанчиков охраняют некое отверстие, которое, возможно, сами и соорудили. Честно, я такое ценю и уважаю, но, как и всегда, сегодня придется поступить иначе. Сила бандитского Петербурга упала до 105 консервных банок. После двигаем на точку стоянка между холмами и наблюдаем за тем, как же стремительно падает IQ бандитов. Потому что стрелять с такого большого расстояния, используя обрезы, это надо уметь. Сила бандитов снизилась до 91 консервной банки. Так, сейчас я подошел к подлокации стоянка на тропе, и внизу я вижу целую кучу черпачков, которые мило в кружке обсуждают свои бандитские проблемы. Но увы, мне придется нарушить их идиллию и показать на наглядном примере, чем же опасна пиротехника. Правда, RPG-7 не особо смахивает на взрыв-пакет, но кого это волнует? И вот мы уже смогли отвоевать половину свалки, осталось дело за малым. Супостатская сила упала до 77. Продолжаем продвигать наше с вами влияние и отвоюем у бандосов точку, находящуюся поблизости с их логовом, то есть с депо. Статистика после этого снизится до 71 консервной банки. Можно подумать, что после захвата баррикад мы пойдем махаться с черкашами в депо, но нет, самое приятное оставим на потом. Сейчас же мы идем штурмовать точку северный блокпост, на котором базируются аж 2 отряда. Что же я с ними сделаю? Загадка Жака Фреско. На ответ дается 30 секунд. А я тем временем вас проинформирую, что сила пиндосов снизилась до 57 консервных банок. Предпоследняя точка, которую нам нужно защитить на свалке, называется защитный блокпост. Здесь ничего уникального, просто приходим на точку, достаем пушку, делаем дело и все. Статистика тем временем опустилась до 50 консервных банок. Ну и последнее место, которое осталось, это логово бандюков. Так что навостряем лыжи туда. Там поступаем по старинке, достаем оружие и вперед. Кстати говоря, интересный факт. Все квестовые персонажи, находящиеся в депо, пропадают после того, как мы там поднимем пальбу. Все, кроме Йоги. И это дает нам пищу для размышлений. Вдруг Йога все-таки не импостер, и он реально ценил свою братву, и Боров зря гнал на него. Напишите в комментарии, кто вам в роли бандитского пахана симпатизирует больше, Йога или же Боров.
А тем временем статистика бандюков упала до 21 консервной банки. Свалка полностью зачищена от бандитов. Теперь же двигаемся в сторону агропрома. Опа-па! После перемещения сила бандюков поднялась до 34 консервных банок. Объясняется это легко. Ситуация аналогична сталкерам в рыжем лесу или даже тем же нейтралам на болоте. Во всем виноваты сучьи скрипты. И вследствие чего заспавнялось еще 2 дополнительных отряда после первого перемещения на локацию. Как-то так. Первая точка на агропроме, которую мы посетим, называется тупик тоннеля. Знаете, я бы мог сказать, что там обитают орки и гоблины, но увы, всего лишь бандюки. Так что проводим привычные для нас махинации и наблюдаем, что сила бандитов упала вновь до 21 консервной банки. Укрытие из камней. Последняя точка, которую удерживают бандиты на агропроме. Вернее, удерживали. Здесь, кстати, тоже довольно-таки милая обстановочка. Костер, палатки, болото неподалеку, злые и ругающиеся матом дядьки. В общем, идиллия. Как будто с классом на каникулах на природу выехал. Ах да, кстати, сила бандитов упала аж до 7 консервных банок. И вот теперь, наверное, у вас появился вопрос. А, собственно, где же последний отряд? Скажу сразу, заскриптованных бандитов больше не будет. Бандюки в Лиманске тоже не считаются. Да и они вообще не причисляются к общей силе группировки. Но если это не они, то тогда где и кто? А вот, дорогие мои, попытайтесь вспомнить, кто в подземелье агропрома живет, кто в невысоком живет. Нет, снова не орки, не гоблины, а привычные нам бандюки. Так что спускаемся в подземку. Ну вообще это довольно-таки странное решение поселиться в подземке, или там просто аренда дешевле. Нет, ну серьезно, кто вообще будет посещать это санное подземелье? Максимум так это несколько отчаянных сталкеров, которые пообещали дамам сердца или даже своим собутыльникам, что достанут им яйцо кровососа. Но вот какое, придумайте сами. Поэтому делаем вывод, что а, это никому нахрен не надо, и б, это чертовски опасно. Потому что вдруг нечисть какой-нибудь попрет, и вы хрена добьетесь. Да и помрете как пить дать, так что странное решение, осуждаю. Но зато это был последний отряд, и теперь сила бандюков равна нулю. Но все же есть одна проблема, которую нужно учесть. Депо — это точка респавна бандитов, и они там будут появляться постоянно, пока кто-нибудь не займет бандитское логово. Если же претендентов на депо нет, то там спустя маленький промежуток времени появится несколько отрядов. Сила, кстати, будет равна 11 консервным банкам. Думаю, что вы это и так знали, так как большинство людей, играя в одну группировок, играли за сталкеров. И сталкивались с такой проблемой, когда одиночки не могли занять бандитский престол. Эти черкаши постоянно спавнились. Так что группировку бандиты мы приписываем ко второй категории. Переходим к свободе. Начальная сила группировки равна 199 консервным банкам. Крупные лагеря имеют в Темной долине и в будущем на армейских складах. Встретить их можно также везде, но кроме болот, Янтаря, Лиманска, потому что в Лиманске там только их трупы, а мы считаем живых, что логично. А также в госпитале и на ЧС. Так, ну что же, погнали смотреть, что можно будет сделать со свободой. Предлагаю начать нашу спецоперацию с армейских складов. Так будет интереснее, нежели с Темной долины. Первая подлокация на очереди называется Дальняя укреп-точка. Там, кстати, есть один уникальный персонаж, и звать его Ворон. Нет, он не из Бравл Старса, а всего лишь просто свободовец, который не в курсе и не умеет ничего рассказывать, ссылая нас к леснику. Ну что же, спасибо за наводку, наверное, когда-нибудь мне это пригодится. А мы тем временем делаем все в лучших традициях этого ролика. Переместились, зачистили, погнали дальше. Тем временем статистика свободы упала до 88. Следующая точка — баррикада на холме. Кстати, классное место, будучи здесь все как на ладони. Эх, обожаю горы Краснодарского края, да и вообще смотрите, как же изменилась Москва при Собянине. Прямо ума не приложу. Правда, населяющим эту подлокацию свободовцам, скажу по секрету, это все равно не поможет. Тут уж простите, так вышло. Сила уменьшилась до 164 консервных банок. Дальше нам необходимо спуститься вниз к дороге. Там мы встретим еще один отряд свободы, который даже не подозревает, что с ним сейчас произойдет. Мы-то с вами знаем, а они нет. Так что, до связи. Свободная силушка, кстати, снизилась до 144. Следующая подлокация на очереди — это брошенный хутор. Сейчас эту точку занимают свободовцы, но спустя время в будущем приватизируют долговцы. Вот такая вот смена власти. Не ну а чё, могут себе позволить. Кстати, а вы тоже замечали, что эта машина непропорционально большая? Ну как бы я понимаю, конечно, взял на вырост, но не настолько же. В эту тачку поместится целая семья псевдогигантов. Папа псевдыш, мама псевдыш и 2 маленьких псевдышонка. Ну а пока семья псевдогигантов едет в санаторий, мы переместимся в Темную долину. Если уж начали портить дела свободы, то надо продолжить. Армейки, пресс F. Статистика, кстати, упала до 125 консервных банок.
Так, да здравствуй, темная долина, которая сейчас на карантине. Нет, ну, что сказать, жизненно. Правда, у них какой-то наемный вирус вышел, ну да ладно. Так вот, зачищаем крайний блокпост и понижаем силу свободы до 111 консервных банок. Теперь же двигаемся восточнее. Там есть точно такой же блокпост, который выполняет точно такую же функцию. И мы тоже выполним то, что и всегда. Говорю об этом, как будто это в порядке вещей. Сила упала до 98 консервных банок. Следующая точка будет находиться возле перехода на кордон, и называется она блокпост у фермы. Там же 5 одиноких свободовцев охраняют все входы и выходы, но самое главное это защитить свой. А там уже как пойдет. Статистика опустилась до 83 консервных банок. Идем севернее, и мы уже практически возле базы свободы. Но для начала заглянем на точку стоянка по склонам. Примечательно, что по скриптам этот отряд тоже должен был быть убит наемниками. Но мы немного ускорим процесс, надеюсь, что они не в обиде. Сила равна 71 консервной банке. Блокпост у элеватора, предпоследняя точка, которую нам необходимо зачистить. Без лишних слов приступаем к делу. Сила после этого упала до 62 консервных банок. Ну а сейчас же настал момент истины. Осталась последняя точка, и это точка база свободы. Как и всегда, зачищаем под локацию от населяющих ее челиков. Жаль их, конечно, но выбора у меня нет. Есть! Всех завалил! Фу! Одной правой, рука даже устала. После чего статистика свободы рухнет в ноль. Снова zero. И вам, наверное, интересно, а что же там по квестовым персонажам? Кстати говоря, убить можно всех. Но кроме Чехова, все-таки вот до чего людей поэзия доводит. Становишься бессмертным даже. Но что же нужно добавить? Свобода будет относиться ко второй категории, так как ситуация с ней аналогична бандитам. Отряды на их базах будут спавниться постоянно. Правда, все же между ними есть отличия. Бандюки, например, заспавнятся только один раз. И то ради удержания своей базы, то есть депо. И дальше они никуда не пойдут. А вот свобода, напротив, ты ее зачистил, а она вновь целую кучу отрядов заспавнит и займет те же самые территории, которые ты у них отбил. Теперь же переходим к последней группировке, то есть к долгу. Начальная сила клана равна 221 консервной банке, базируется на агропроме. Встретить их можно на центральных локациях, но также есть и территории, которые долг на протяжении сюжета и военных группировок никогда не посетит. Например, Болота, Кордон, Янтарь, Лиманск, Госпиталь, ну и естественно что ЧС. Предлагаю начать зачистку с агропрома. Так вот, первая точка – дорога на свалку. Ее охраняют целых 2 отряда, и, кстати говоря, если кто помнит, то в дальнейшем один из этих отрядов должен будет нас сопроводить до базы долга. И там произойдет одна очень интересная миниатюра. Как кровосос долговца свои угодья уволок, да так уволок, что остались только рожки до ножки. Статистика, кстати, упала до 195 консервных банок. Теперь двигаем западнее, на подлокацию временный лагерь. И вас не смущает название временный? А почему временный? Потому что в ТЧ всего этого не будет. То есть, как мы помним, в тенях Чернобыля тут закрытые ворота, куча гравитационных аномалий и повышенный радиационный фон. Либо же временный он потому, что на эту точку часто совершаются покушения, например, тех же мутантов. И поэтому лагерь временный. Ну или самое банальное объяснение. Он временный, потому что лагерь сделали временно и потом его разберут. Да. Как-то да. Но тем временем сила долга упала до 185 консервных банок. Так, далее по списку точка, которая называется блокпост у норы. Там, кстати, помимо 2 бойцов присутствует и один уникальный. Называть его сержант не пей пиво. Сержант Наливайка. Обычно при стандартном прохождении он в большинстве случаев умирает от снорков, которые вылезли из норы, и поэтому переговорить с ним не получается. Для тех, кто даже не имеет представления, что это за чел, то вот вам диалог с ним после того, как мы отразим атаку снорчанских. Сталкер, мы тебя ждали. Подходи, объясню, что к чему. А на самом деле он такой душка, что даже даст нам спас и поделится парочкой полезных советов. Золото, а не долговец! Кстати говоря, статистика упала до 176 консервных банок. Теперь же держим курс на обитель долга.
Там, как и полагается, очень даже уютно все обставлено, но я пришел не ради этого, как и всегда, к сожалению. Ну а мы расчехляем пушку и начинаем делать дело. Кстати, пока я не начал, расскажу вам про уникальных персонажей. Все персонажи бессмертны, кроме Колобка и Инквизитора. Но вот насчет Колобка все-таки получилось иронично, не правда ли? От бабки с дедом убежал, а вот от шрама уже не сумел. Еще, кстати, помимо квестовых персонажей, там есть группа уникальных долговцев. Роли в игре, правда, они никакой не играют, просто чуваки с уникальными никнеймами. Первого звать Фёкул, он, кстати, лидер их группы. После Лис Бандикут, ну тут отсылка ясна. Потом Семен Семенович, Сударь и Милютин. Стоят они, кстати, прям как из этого мема. Правда, там дядька сидит сложа руки, а они стоят. Ну, что сказать, прогресс. Долговская силушка, кстати, упала до 91 консервной банки после зачистки базы. Как-то так. Теперь же навостряем лыжи в Рыжий лес. Там тоже имеются долговцы. Первая точка в Рыжем лесу, которую мы посетим, называется лагерь у Капера. Правда, там довольно-таки бронированные чувачки, поэтому предлагает занять суперскую позицию и отстрелять их оттуда. Но вот что мне интересно, а зачем же долговцы отправились в Рыжий лес? Там же ничего такого нет. Тем более, если, как они говорят, там на агропроме пруд-пруди этих мутантов, то почему бы этих бронированных челиков не отправить обратно? Скорее всего, Долг в курсе планов свободы по оккупации армейских складов, поэтому они, наверное, и разместили отряды поблизости. Ну или может это остатки того большого экспедиционного отряда, который отправили в Лиманск. Тоже как вариант. Статистика после зачистки упала до 57 консервных банок. Следующая подлокация находится неподалеку и называется лагерь у дороги. К этому отряду у меня те же самые претензии, которые я говорил выше. Правда, теперь последняя теория насчет экспедиционного отряда немного отпадает. И больше верится в то, что они здесь для контроля свободы. А может они здесь просто так, для расширения своих владений. Тоже ведь как вариант. Но тем временем сила долга равна 22 консервным банкам. И последний отряд находится на армейских складах. Так что двигаем туда. Кривая балка. Так называется последняя точка, которая удерживает долг. Ну а вот насчет этого отряда теории относительно того, что они тут забыли, становится меньше. Первая неизменная ради того, чтобы наблюдать или вредить свободе. Тем более, что этот отряд состоит из реальных тяжеловесов. Так что вывести таких танков из строя будет немного проблематично. А может они здесь все-таки ради благой цели. Например, они скорее всего знают, что барьер держат сталкеры. И вдруг они здесь для того, чтобы на всякий случай прийти на помощь одиночкам. Правда, почему они сразу не пришли к ним, а отсиживаются неподалеку? Это немного непонятно. Скорее всего, стесняются может. А тем временем сила долга равна 0. Вот и все. Теперь эту группировку мы тоже уничтожили. Но, как вы уже могли заметить, этот клан будет относиться к третьей категории. Потому что отряды не возобновляются, как это было, например, у Толи Свободы или у бандитов. Так, ну, про долг закончили. Теперь давайте подведем итоги. Как я говорил ранее, у нас имеется 3 категории, на которые мы разделили условно 6 кланов. Предлагаю все их вспомнить. Первая категория – кланы, которые невозможно уничтожить. Вторая же – это те группировки, которые спавнятся после своей зачистки. А третья категория – это те, которые спокойно можно уничтожить. К первой относится только один клан, то есть Чистое Небо. Во второй входит большая часть группировок. Также Чистое Небо, Ренегаты, Свобода и Бандиты. И к третьей всего лишь Долг и Сталкеры. Почему же именно так? Ну, даже не знаю, так вышло, наверное. И, грубо говоря, не все кланы возможно уничтожить даже с повелителем зоны. Но зато есть возможность немного замедлить время. И на некоторое время сделать зону свободной от людей. Останутся только монстры. И я знаю, как это можно провернуть. Сейчас даже продемонстрирую. Для этого открываем наш с вами любимый повелитель зоны и видим параметры скорость времени. Стандартно там должна стоять игровая скорость. Но так как, знаете, в каком-то роде я тоже Танос. Так что я имею право менять пространство и время под себя, чем сейчас согрешу. Так вот, меняем скорость времени на реальную. В таком случае промежуток времени между респауном группировок немного увеличится, что дает нам больше времени на раскачку. И мы можем вновь всех быстренько перестрелять, и сила у всех временно останется на 0. Ну, как было сказано, это все временно. Поэтому спустя несколько минут все станет на круги своя, и от наших действий не останется и следа. Ну что же, если вы досмотрели до конца, то большое вам спасибо, виртуально жму вам руку. Надеюсь, что я рассказал и показал досконально и понятно, но все же, если у вас остались какие-то вопросы, то welcome to комментарии, буду ждать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Как же я давно это не говорил, прям